Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, и прекрасного урожая, урожая овощей на ваших грядках. Это видео– ответ на вопросы наших подписчиков, зрителей, которые только-только начинают свой путь в огородничестве. И этот путь начался весной 2022 года. И нас спрашивают, как же определить спелость дыни? Нет у нее ни вот этой лопатки и усиков, которые есть у арбуза, и вы показываете это. Ищем, ничего не нашли. На что же нужно обращать внимание при сборе плодов дынь? Вот посмотрите на эти дыни, которые мы собирали 28 июля. Это рассадные дыни, которые мы высаживали 8 апреля этого года в торфяные таблеточки. Всего 3 семечки старого сорта крымичанка. И мы их очень рано посадили, чтобы как можно раньше получить урожай медовых солнечных плодов. Очень любим их. Высаживали рассаду после нескольких уже перевалок из малых все больше и больше горшочки, дойдя до объема в 3 литра. Кстати, эту рассаду дынь высаживали в заранее подготовленные ямы с наполнением органических остатков сада и частично с огорода. Очень удобно. Все остатки, все в яму, и это служит для урожая. И не надо ничего сжигать. Вот результат, смотрите, отличный. Вот они, первые спелые 2 дыни. Как мы определили их спелость? Вот они такие солнечные, желтые, как солнышки. Такие солнечные ягодки дыни легко отделяются от плодоножки. И вот эти уже дыни желтые можно и сразу разрезать, и сразу же лакомиться вот этими витаминными, сочными плодами. Но мы эти дыни занесли в дом. Почему? Потому что они для нас стали источником семян на последующие годы. Мы отнесли их на кухню, где они пару дней очаровывали нас своим нежным ароматом. Кстати, очень хорошо собирать дыни в желтом цвете и заносить их на веранду, в хозяйственное помещение, даже в дом, где они должны полежать пару дней. Самое главное условие– просто вытереть с них землю, если там земля есть, аккуратненько, но ни в коем случае не мыть. И пусть они полежат пару дней. Так они еще слаще становятся и вкуснее. И аромат стоит такой просто великолепный, как будто бы ты находишься где-то в поле, где зреют много-много дынь. Так вот, мы подошли к главному определителю спелости дынь. Мы определяем спелость дыни, смотря на цвет кожицы. Ну, естественно, он уже крупный, вот этот плод, желтеет, он сначала зеленый, потом желтеет. И как легко этот плод отделяется от плодоножки. Если легко, иногда просто дотрагиваешься до плода, и он сам уже отваливается, плодоножка уже все отработала, все, отдала все питательные вещества вот этому прекрасному плоду дыньки и уже занимается производством питания для других, уже зеленых, оставшихся на плете еще вот этих дынек. У нас сейчас снова устанавливается, знойная жара. В тени 36-38. Поэтому уже желтые дыни нужно собирать с грядки, забирать их. Иначе палящие лучи солнца и высокие температуры испортят созревающий урожай. Что мы, кстати, уже сегодня утром и сделали. Надеюсь, что мы ответили на ваши вопросы по определению спелости дыни. Медовые ароматные дыни на наших огородах собираем в желтом виде и легко, когда легко отдаляется от плодоножки. Вот это главные показатели
спелости дыни и даем возможность им пару дней, чтобы они прошли процесс дозаривания. Это очень важно, тогда они более рассыпчатые, сладкие, ароматные получаются. Что ж, приятного вам аппетита. На вопрос ваш мы ответили. А мы это Раиса Греченко, Александр Волик, которые занимаемся выращиванием также этих бахчевых культур и очень любим эти ягоды, любим их выращивать и любим их обязательно на стол доставлять. И эти ягоды доставляют большое настроение, наслаждение, и настроение можно с ними даже пообщаться. Мы вот такие интересные вещи с ними делаем, и они словно улыбаются и общаются с нами. Ну что ж, мы сегодняшнее видео завершаем. Прощаемся с вами. Всего вам самого доброго, хорошей благодатной погоды и прекрасного, добротного урожая бахчевых культур, хороших, вкусных медовых дынь на ваших грядках. Всего доброго. До новых встреч на нашем канале в новых уже видео. Ждем ваши вопросы, комментарии. Пока-пока.